Я же говорил, что не буду затягивать, и я не затягивал. Да-да, врунишка. Просто кое-кто 2 месяца не мог написать приколдесов в текст. Когда будете в БГ писать-то? А надо? Я для чего этот текст спидранил? Что вы такие? Ну ладно, держи в курсе, брат. А еще потому, что это самая длинная и самая насыщенная на контент часть игры, поэтому в любом случае не так быстро, как хотелось бы. В предыдущей серии мы очистили земли теней, правда от NPC, но это не важно. Так вот, врата Балдура ждут, до города буквально рукой подать. Ну никакой нам спокойной ночи, потому что нашему сну помешали ебобаные жабы. Ну вот я не знаю, я готов чуваку, который их придумал, хуй пожать, потому что придумать настолько мерзких существ нужно иметь талант. Начиная от их внешнего вида и заканчивая их поведением, в них отвратительно все. К сожалению, убивать их здесь бессмысленно, а очень жаль, поэтому мы просто сбежали в портал. В астральной призме эти земноводные устроили атаку на что-то. Мы отправились посмотреть, что там происходит, и обнаружили, что жабы дерутся с кальмаром. Ну и так как я на сторону этих мерзопакостных тварей не встану даже под дулом пистолета, мы помогли кальмару. К тому же, жабы пытались лишить нас источника силы, что все это время защищало нас от влияния Абсолют. Сам же кальмар назвался Императором. И оказался этот кальмар, как и он сам сказал, обычным приключенцем, которого похитили элитиды и превратили в кальмара. Но ему удалось освободить свой разум и сбежать. Также Император все это время был нашим хранителем и являлся нам во снах. Ну, как бы уж лучше кальмар, чем он, а защищала нас от Абсолют мощь жабьего принца Орфея. Также выяснилось, что оказывается Влакит, королева гитьянок, если кому не похуй, на самом деле никакая не королева. То есть жабы рвут жопу, поклоняются и оскорбляют всех подряд ради самозванки. Настоящей же королевой была мать Орфея, а теперь королем должен быть он. Поэтому Влакит и пыталась нам помешать попасть в призму, поэтому и отправила сюда отряд, чтобы убить главную угрозу ее власти. И, естественно, Орфея освобождать никто не собирается, ведь нам все еще нужна защита, а гиты пусть дальше присмыкаются перед лже-королевой. Император предложил нам астральную личинку, чтобы раскрыть наш внутренний потенциал и получить доступ к новым крутым элититским способностям. А так как этими способностями, кроме Олега, особо никто не пользуется, ее съел он. Мы его заставили. Осознанно, без вопросов. Прикольно, Олег Фури. Да. Влад, а я кто тогда? Ты хуево. На утро мы отправились во врата. Удобно? Очень. И подойдите его, тапок заминированный. Соф, Нашли раненого бандита, который оказался не бандитом, а изменивший облик Орин. Девочки не поделили отца, поэтому она и преследует нас повсюду. Ладно, это смешно. Это мои два кента, Гейл и Император. С пацанами, не геи. Драконий перекресток. Выполнять. Стоп, Влад. А ты хуль дракон. в смысле, я всегда был. Можешь Да. меня кинуть, пожалуйста? Реально можешь, что? А как у меня вес тела поменялся с маскировкой? Мне вот это интересно. Посетили местный цирк уродов. Родная атмосфера. Нагрели Джина, украв у него кольцо, благодаря которому выбили джекпот. Выкуси, неудачник! За такие приколы Олег был отправлен изучать динозавроведение. В этом же цирке была куплена в лагерь статуя Вовы. Ни разу не ЧСВ. Да. Самооценка вещь хрупкая, надо запечатлеть в камне. Посмотрели концерт клоуна Капли. Абсолютный цирк. Правда, Капля оказался доппельгангером и попытался нас убить. Посидим, послушаем. Рэп-баттл, блин. Рэп-баттл в натуре. Олег, не надо. Тихо, Тут тихо, всё тратим. перемещаемся, аккуратно. Тихо! Сказали же! Ну, наконец-то. Наконец-то Олег дожил до этого момента. We have a room upstairs over yonder side. Влад, укради потом у меня деньги моя. Бля, не вопрос. Не-не-не, не иди, не иди, не иди! С ТВ-ном, Олег. Нихуя себе. У него тут Чё у неё денег. там? Нашли летающего слона-алкоголика, дознавателя Валерию. Сказали ему
Ей. Блять, да кто это? Неважно. Сказали, что дело-то не закрыто, и рассказали про список следующих целей культа Баала. На что нам было сказано поговорить с констеблей Девеллой, который сейчас в Нижнем городе. А вместе с этим мы получили и пропуск в этот самый Нижний город. Во, ты шадуху по голове не бил, вот что она делает? Она ковер поливает и в свече стоит. Ебать, я шлюха. Прямо перед тем, как мы собрались отправиться во врата, случилась трагедия. Гейл облысел. А чё он лысый? Чего? Гейл лысел, блядь. И причем лысым он был только у меня. Я не знаю, не спрашивайте. Хотя есть у меня, конечно, догадка, но пока ничего говорить не буду. Ты был на волоске от смерти, нахуй. Это неправда. Я зашел. Найди 10 отличий. Готов? В крепости на Змеиной скале попали на инаугурацию Энвера Горташа, избранного Бэйна, владыки тьмы. Причем в качестве почетных гостей. Он знает, что Кетрика ёбнули мы и что его камень у нас. И так как для подчинения мозга нужно все 3 камня, он предлагает нам договориться, чтобы вместе подчинить себе мозг. Тут ведь как раз Орин, избранница. Баала хочет в одно ебало собрать все камни, чтобы порадовать бога убийств. Он предлагает дать клятву, что ни мы ему, ни он нам не причинит вреда. Ну и ёбнуть Орин и забрать ее камень. Наш ответ был: мы подумаем. Пустились в подземелье под крепостью, где прошли испытания, блять. Да. Понятно, блять. Все, в принципе, отсюда можно. А как оказалось, Гейл был и не Гейлом вовсе. Вот он. Все это время, примерно с того момента, как он облысел, это была Орин, которая хитро пряталась среди нас, а Гейла она украла. Вот и получается, что я как плут, который тоже может менять внешность, и единственный, кто смог раскусить хитрую маскировку Орин. Да, вот так вот. Именно поэтому лысым его видел только я. Это единственное логичное объяснение, которое я могу дать, так как настоящий Гейл оказался с волосами. 33% шанс не такой уж и маленький. Да. Ой, блядь, сколько? Ты чё, Делаешь. После испытаний в Змеиной скале мы нашли труп дракона. Живой труп. Дракона зовут Ансур, и внезапно он назвал императора Балдураном. Да, тем самым Балдураном, основавшим врата Балдура. Ансур — его бывший друг. Именно Ансур спас Балдурана от контроля старшего мозга и всеми силами пытался излечить его от элититской напасти. На что тот сказал, что это бессмысленно, да и лечить его уже не нужно, так как ему будет даже лучше сила элитида. Ансур решил, что его друг уже все, конкретно того, и попытался во сне убить его из милосердия, но Балдуран убил его раньше. Перед тем, как идти дальше по сюжету, мы решили выполнить квестовые линии спутников, и первым делом пошли бить лицо Кассадору. И так уж вышло, что после 2 часов траев Кассадора у меня выключили электричество. С добрым утром. Классно тебе Кассадор свет отрубил. Да. И после этого мы пытались убить его еще 2 часа. А потом еще час, потому что мы не выполнили ритуал Вознесения, а просто убили Кассадора. Ну ладно. Это обновлено на БГ геймплей теперь выглядит так. Я из разговора выйти не могу, кстати. Я узник разговора с шадухой, блядь. Выпустите меня, я хочу домой. Что произошло? Все. А? Все. Концовка. Что все? Игру прошли. Мы прошли игру. Это я сходила кофе себе налить. Подожди. Вы не видели эффекты? Да-да. Не вижу удачу дальнего предела. Что? Сюда! Как же приятно на душе. Ой-ой. Давай. Сколько? Хули тут так мало? Там бы 100% отдать. Да. Криты мои родненькие сюда! Так, у тебя ж 2 Пошел действия. нахуй 2. Теперь Астарион не только свободен, но еще и стал высшим вампиром. Так, стоп, у меня снова вопросы. Вот это что за... Какая? Он еще едет куда-то. Он двигается. Он едет. Он Его едет. там нету. Хотя, может, это едет моя крыша. За 2 хода бой уже закончен. Бесконтактный бой, блядь. Опять, Ладно, блядь. Опять комедия. А
потом Олег трахнул кальмара. В этот момент я понял, обратной дороги нет. Но, к сожалению, почему-то ачивку за это всем не выдали, и нам пришлось делать это каждому, а потом откатываться. Я сегодня без трусов и кутини. Да. Прикинь, если Вова в эту форму примет, или он, и вот это чучело ебаное будет. А чё у него косоглазие? Опять же дух. Ой. Сука, блин. Какой кошмар, бля. А что? А почему? Спиздили сапоги для Вовы у Горташа и отправились в ад. Натурально в ад. В дом Надежды в гости к Рафаилу. Зачем? Пиздить дьявола. В доме Надежды встретили, вот уж неожиданность, Надежду. Правда, она что-то на нервике, и походу Надежда все ебанулась. Ну вообще да. Прекрасная маньячка. Она сейчас в тюрьме Рафаила, и освободить ее можно только с помощью орфического молота, который как раз хранится у Рафаила. И пока самого Рафаила дома нет, есть шанс ее спасти. Дошли до будуара, где наткнулись до личного инкуба Рафаила, который, буквально он. Чел настолько ЧСВ, что возбуждается только когда смотрит в зеркало. Есть чему поучиться, Вова. Ну и, конечно же, Олег. Ну кто же еще? Он страдал 2 акта, и тут ему наконец-то дали желанное. Так еще и 3 раза. Опа. Охуенный ракурс, я рот толкаю. Драконьи яйца на весь экран, это, блядь, тоже именно то, что я хотел увидеть. Короче, по итогу Харлип забрал, так сказать, тело Олега для своей, так сказать, работы. Так что теперь Олег в любой момент мог из ниоткуда почувствовать, как развлекается в его форме инкуб. Обчистили хранилище Рафаила, утащив вместе с молотом всякого разного добра. Инфа о том, что молот не на месте, мгновенно долетела до Рафаила, и теперь папочка возвращается домой бить нам лица. Освободили Надежду и пошли встречать Рафаила. Зачем мне в затылок дышишь? Ну а чё? Что происходит в катсцене, блядь, я не понимаю. Рафаил встретил нас плечом к плечу вместе с тем самым Ортоном, которого мы убили в храме Шар, и теперь он на его стороне. Проблема. А у меня душу стили, блядь. Кто меня увидел? Так, момент соприкосновения близко. О-о-о-о. А у меня его просто нет. Поехал. Входит. Все. Нет, не закончится. Или 3. Кука! 20-120. Ай. Так, ладно, не все сдохли. Я выжил. Больно. Владу вообще похуй. Я мог бонус Это давненько. Что? Не надо, пожалуйста. Он сказал, Надежда сегодня умрет, а Надежда что-то не умирает. Да. Вообще ни в какую. Охуеть! А еще одна есть. Я... Да. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. А, он еще вот Что-то добил. еще нахуй. харкнул в меня бы. Да. Да. К сожалению, Надежда этот бой не пережила. А значит, никто больше не умрет. Отправились по следам баалитов. По уликам, найденным нами ранее, нашли склеп служителей Баала. А что? В склепе мы предстали перед трибуналом убийств, а возглавлял его Саревак Анчев, отродье Баала, умерший много лет назад, и вот как-то оказавшийся здесь и сейчас. Дедушка Орин и антагонист первой части Baldur's Gate. Чтобы впечатлить трибунал, различные новобранцы совершали убийства по всему городу и отрубали у жертв руки в качестве доказательства. И как-то так уж вышло, что всех убийц убили мы, и теперь все руки у нас. Я предстал перед судом, и чтобы стать
нечестивым убийцей Бала, мне нужно совершить еще одно убийство. И жертва это дознаватель Валерия. Ну и похуй, даже не жалко. Вот интересно выходит, вроде бы кровожадные злодеи, но предлагают убить совершенно бесполезную тварь, которая глубоко похуй на людей, раскрытие убийств, и которую его ничего не интересует, кроме алкоголя. Думайте, подписаться. И, естественно, мы не могли оставить Саревака просто так. Убивать всех значит убивать всех. Шо, блин. Влад, А, магия. пиздец. Пора идти гасить Орин. Проползли через канализацию и попали в храм, сука, Бала. Прямо под городом. У меня гел волосы отрастил. Нет, он лысый был, потому что это Орин на самом деле была. Я раскусил ее сразу. Так как Вова отродье Бала, тут должна была состояться схватка 1 на 1 с Орин, а мы должны были просто смотреть. Битва двух жиж. Так сначала и сделали, но чтобы было интереснее, загрузили сейф и начали бой немного по-другому, так сказать, в крысу. И почему-то именно в эту попытку у Орин случилась деменция, и она забыла, как превращаться в жижу. Несколько раз подряд. Орин рассыпалась, Гейл спасен, а Вова освободился от соблазна. Ты и слона припер с собой. Да, Ёбаный так это я ему сказал, Вай, забери слона. Как же без слона-то? Все. Баг. Да, он спит. Ты видишь? Да. И как-то вот уж совершенно случайно вышло, что наш пьяный паладин кинул ребенка, и, как следствие, пришлось чуть-чуть залить улицы города кровью. Ну, было и было. Он, кстати, все еще не клятвоотступник, я напоминаю. Влад? Я не знал, что я так умею, честно. Каким-то хп. Молилась ли ты на ночь, Демон? Сколько? Это топ-атака была. Что это было? Влад, зацени, типа, он, кстати, не в файте. Он просто стоит на одной ноге. Где кальян? Молодец, давай, гаси дебила, блядь. Что, блядь? Что это за поза? Что? Чё? Я с ней поговорить могу? Что? У него 17 хп образовалось откуда-то. Ты зайди ко мне в дело. Подожди, зайди ко мне в дело. Уже поздно. Перед тем, как разобраться с Горташем, нужно сначала отключить его стальную стражу, а сделать это возможно только там, откуда они берутся. Поэтому на завод! О, заебись, давай. О. Что ты мне Да, свою блядь, буколка сделал? А на заводе работают рабы-гондон, простите, гандийцы, семьи которых держат в заложниках. Заложники находятся в подводной тюрьме вместе с герцогом Рейвенгардом. Надо всех спасти, чтобы гандийцы отключили стальную стражу. Но сначала мы заглянули в банк, а там Минск с Джахейрой, которая умерла. Ну ладно, это фейк Джахейра, чтобы управлять Минском. Каменный лорд стащил из банка золото и смылся. Как классно в своем дорожном сундуке смотреть на заряд, на запасы ядерных зарядов Пакистана. Буквы, сука, сложно. Это был прекрасный спич. Я вот сейчас вот. Я похлопаю стоя, блядь. За душу взяло вот просто до слез, блядь. Внезапно случилась ситуация. Соню упекли в Хорни Джейл из-за яблока. Все по Библии. Это притча. Пришлось организовывать спасательную операцию. Я зато получил пизды, но с честью, скажем так. Ладно. Осталось 2,5 года. Олег, Да, спасибо. два раза подняли, я тебя по попе похлопал, так это... Каменного лорда мы нашли в канализации, и так как настоящей Джахейры у нас не было, чтобы его успокоить, пришлось его убить. Все, погнали, хомяк. Так ты в лаги перейди сейчас. Нет, я так пойду. Поплыли освобождать гандийцев из подводной тюрьмы. Удалось спасти почти всех, не без потерь, конечно, но все же. Уничтожили главного Бобота и подорвали нахуй завод. Стальная стража, все. Горташ оказался без защиты, и теперь пришло время реализации нашего плана по схлопыванию Горташа. Нет, сначала вот так вот. Видимо, я тебе все отдал. Да ёб! А в смысле оно все сбрасывает инвиз? Так,
У тебя, ёпта, любое действие инвиз сбрасывает, сука, 300 часов в БГ, гений. Гайд по быстрому уничтожению Горташа. Все, что вам нужно, это 200 тысяч тонн тротила. Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Активирована детонация альфа-боеголовок. Стреляю, ну стреляю. Ты тут со своей гранатой сотрясения. Блять, умойся, бездай, блядь. Горташ сделал бум. Все 3 камня собраны, а это значит, что мозг сейчас получит по жопе. Ну, точнее, по башке. По мозгам. Похуй. Да, надо, это большой чел. Коллекционер, ёбаный. Правда, мозг подчиняться отказался, выдал, что мы все пешки в его хитром плане, а он кукловод. Хэштег манипулятор. И полетел разносить врата Балдура. Император не верит в то, что без элитистских способностей мозг мы способны одолеть мозг. Чё нахуй? Чё я написал? Император не верит в то, что без элитистских... Император не верит в то, что без элитистских способностей мы способны одолеть мозг, поэтому он предложил одному из нас стать элитидом, и, конечно же, им стал Олег. Ведь он всю игру хрумкал этих личинок, как хрустики. По итогу решили шлепнуть императора, тот обиделся и ушуршал в портал. Приколов он не понимает. Город в хаосе, повсюду кальмары и абсолютисты. Не забывай про нее. Пиздец. У меня артефакты пошли. Что это? У меня тоже. На верхушке мозга нас встретил мой самый любимый тип противников в играх. Блядский дракон. Ну, еще и император. Он конкретно обиделся. Лопнули мозг, ну и, естественно, подчинили себе его и все побережье мечей. Но так как после злой концовки нет эпилога со встречей всех персонажей, пришлось еще сделать скучную концовку с уничтожением мозга. Что, судя по всему, привело к каким-то временным парадоксам, потому что у нас внезапно воскресла Джахейра. Почему ты жива? На самом деле просто упала нахуй в лунных башнях, блядь. Ну, вот как-то так и закончилась история отряда дебилов. Ни один дебил не раскаялся. А вот какая из этих концовок для нас канон, предлагаю решить уже вам в комментариях. Все, наконец-то я закончил с этим Baldur's Gate'ом. Наконец-то я удалю эти, блядь, 500 гигабайт записей со своего диска. Наконец-то свобода. О, нет.